Ты чудо. Все хорошо. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про котенка по имени Рокки. Сразу хочу предупредить, что с малышом Рокки все хорошо, поэтому не переживайте. С чего началась эта история? Это был выходной день, целый день мы ездили по делам, приехали домой поздно вечером. Я сел проверять сообщения, которые мне прислали за целый день. Иногда сообщений приходит так много, что ответить на все сразу нет никакой возможности. Хочу сказать по поводу сообщений, которые мне присылают люди с просьбой о помощи. Я не могу лично участвовать во всех событиях, потому что сообщений приходит очень много. Но я стараюсь подсказать, что можно сделать в той или иной ситуации или кому обратиться за помощью. Так вот, в тот день одно из сообщений пришло от девушки Анны, волонтера из центра страны. Она рассказала, что увидела в интернете видео, на котором человек вытащил маленького котенка из колеса грузовика, который стоял на светофоре, отнес его на обочину, положил на землю и пошел дальше. В конце этого видео было написано, что котенок побежал в поля. Это видео было записано с видеорегистратора, который стоял на машине за несколько машин за грузовиком. Все, кто стояли на светофоре, наверняка видели, как мужчина нес котенка на обочину, но они просто все поехали дальше. И это все, что было известно. Она написала, что они целый день пытаются найти кого-нибудь, кто мог поехать поискать котенка, может он все еще там, сама она туда поехать не может. Я сразу хочу сказать, что это не отговорка. Я лично с ней не знаком, но я вижу в интернете публикации ее и еще девчонок, которые спасают бездомных котиков, спасают в огромных количествах, тратят свое время и деньги. Они на самом деле суперлюди, они очень много помогают. Так что я знал на 100%, что если она написала мне сообщение, на это была очень веская причина. Аня спрашивала, может я знаю кого-то из волонтеров в тех краях, кто может поехать и поискать котенка, может он все еще там. Она прислала видео и координаты места. Я узнал этот перекресток. Очень небезопасное место с очень оживленным движением. С момента публикации этого видео в интернете прошло 12 часов. Это означает, что малыш просидел целый день на жаре без еды и воды. Но на самом деле все было гораздо хуже. Потом уже дома я проверил, когда на самом деле было записано видео. Видео было записано днем раньше. Люди опубликовали это видео не сразу, а только на следующий день. Да и то не с целью для того, чтобы помочь котенкам. Но давайте пока не будем об этом, я вернусь к этому видео немного позже. Я взял переноску, перчатки, еду для котят и поехал в сторону указанного места. Прислали сообщение, судя по всему, с какой-то группы о том, что на перекрестке остановилась машина, и я так не понял, и вытащили из-под колеса маленького котенка, и человек просто взял его и отнес рядом в поле. И оставил там и уехал, помог. Я сообщение увидел через, сколько уже прошло, наверное, часа 4, но я все равно, сейчас время, время уже 11:20, но я все равно проеду, посмотрю, я попробую. Взял с собой переноску, еды чуть-чуть, и попробую, мало ли что, вдруг он еще там, мало ли. Может повезет, и я его найду. В общем, еду туда. Маленький котенок, по фотографии видно, как вроде как черный. Не знаю, в общем, еду. Ночью, конечно, мало что там будет видно, но есть и свое преимущество в ночных поисках. Меньше машин на трассе, значит больше шансов его услышать. В такой ситуации можно попробовать выманить малыша на плач котят. Я обычно включаю мяуканье разных котят на телефоне. И если повезет, котенок подаст голос, и можно будет найти его таким образом. Это срабатывает в основном с маленькими котятами. Да и то не всегда. Но попробовать нужно. Я добрался до места. Я приехал на этот перекресток с другой стороны. Примерное место, где оставили котенка, должно было быть прямо передо мной. Между полем и дорогой был плотный кустарник, и, конечно же, было очень темно. Я оставил машину на автобусной остановке и пошел искать малыша. Было очень темно. Я подумал, что если котенок не отзовется и не подаст голос, найти его в такой темноте будет невозможно. Я прислушивался к каждому шороху, но все было тихо. Я пошел в сторону перекрестка, приблизительно к тому месту, где его оставили. Не доходя до перекрестка, была дорога, которая уходила в поля. Я подумал, что вот с этого места я и начну искать. В
включил запись мяуканья на телефоне и пошел в сторону поля. Я прошел, наверное, метров 10, как услышал плач котенка из куста, который был слева позади меня. Я подошел ближе и посветил фонариком. Кусты были такие густые, что я ничего не видел. Но я слышал, как котенок мяукает и изо всех сил пробирается ко мне. Я увидел, как малыш, застревая в колючках, протискивается и лезет в мою сторону. Мне не нужно было его ловить, он не кусался и не шипел. Ты молодец. Все хорошо. Мне очень повезло. Просто невозможно поверить, что он сам ко мне вылез. Все мои поиски заняли, может, минут 10. Я просто взял его на руки и понес в машину. Ты чудо. Все хорошо. Ты ребенок. Вот это повезло. Вот это повезло. Вот это повезло. Не могу поверить просто. Просто не могу поверить. Ты мой ребенок. Вот это повезло. Я не могу поверить просто. Вот он. Я его нашел. Вернее, он сам вышел ко мне. Да, ребенок. Все есть у нас. Ты ребенок мой. Вот какой красавчик. Вот какой красавчик. Ты какой красавчик. Едем домой? Все, едем домой кушать? Да. Смотри, как вкусненько. Смотри, как вкусненько. Смотри, не уходи. Не спеши, не спеши. Повезло. На самом деле повезло. Сам вышел. Просто сам вышел и все. Вот просто включил ему звук плачущего котенка, и он сам вышел. Не говори. Здесь. В машине я дал ему немного еды. В таких случаях не стоит давать сразу много еды, потому что мы не знаем, сколько времени малыш не ел. Лучше давать понемножку, но чаще. Малыш покушал, я сделал несколько фото и послал Ане. Я написал, что малыш у меня и все в порядке. Просто чтобы она с девчонками больше не беспокоилась. Она была очень довольна. Все. Бусь. Да, все хорошо. Никому. Дай морду вытираем. Все нормально, целенький. Гладишь лапы. Не побиты, ничего. Сиди здесь. Сейчас пойдем. Все, домой едем.
это турист. Почему я думал, что это девочка? Я перепутал, представляешь? В потьмах перепутал. Это Подожди. точно пацан? Ну, давай сейчас проверим. Да, Пацан? думаю, да. Блин. Ну, давай так. Сейчас мы когда его помоем хорошенько, мы рассмотрим получше. Замолчал. Смотри. Расслабился. Такое вот чудо-юдо. Лапочки, лапочки. Лапочки, лапочки. Пузик ладошки. Ухастый. Но он не очень грязный. Он не очень грязный, правда? Не, ну может, смотри, где машина стояла, где? Где-то во дворе. Где-то он во дворе где-то жил. Ну, как бы он не дикий вообще. То есть, как бы, может быть, его кормили? Кто-то, знаешь. Может, его кормили. А что полез в машину? Сейчас же не жарко, не холодно. Ну, может, кто-то испугал. Да, маленький? Кто-то испугал тебя. Смотри, вода вообще не грязная, видишь? А нет, есть сбоку, вижу. Если плохо, есть меньше. Ты мой Смотри, хороший, уши смотри. ты мой хороший. Сейчас мы еще помоем, потому что там раковина. Не, грязный не Ты мой хороший. Удивительно, что он не побитый. Вообще Не ничего. побитый. А как он в бампере у меня, наверное, Я не сидел, знаю, да? где. Он сидел. Сейчас они прислали мне видео, я сейчас посмотрю, что там за видео. Ты мой хороший. Ты мой турист. Ты еще раз поедешь в машине, только уже в новую семью. Ну, дом хороший, может быть. Ну, к доктору, конечно, к доктору. Я А посмотрю. больше... Дома мы покупали малыша, повыбирали всех паразитов. Малыш еще раз покушал и улегся спать. Так закончился первый день маленького котенка, которого зовут Рокки. Теперь с ним все будет хорошо. Прошла неделя, и малыш стал похож на домашнего котенка. Он начинал набирать вес, и это меня очень радовало. У нас есть знакомая, молодая девушка, которую зовут Эрика. Узнав, что у нас есть очередной найденыш, она попросила взять его к себе на передержку. Ну, она просто хотела помочь. Малышу Рокки еще минимум 2 недели нужно было отъедаться до того момента, как начинать искать ему дом. Эрика, кроме того, что она очень ответственный человек, она еще очень любит котиков. Поэтому не было никаких проблем доверить ей малыша. Следующие 2 недели малыш Рокки жил как маленький принц, с кучей игрушек, вкусняшек и обнимашек. Ну, в общем, все как полагается домашнему коту. Малыш подрос и окреп, теперь можно было начинать искать ему новый дом. Мы, как всегда, составили объявление о пристройстве, сделали несколько фото и опубликовали в интернете. Это Рокки. Ему надо сделать просто общую проверку, посмотреть, все ли с ним нормально, потому что у нас уже есть дом для него, люди хотят его уже себе. Поэтому мы хотим сделать проверку всегда. Всегда делаем проверку перед тем, как отправить в новый дом. И никуда, куда полез? О, вот. Что там такого интересного? Куда ты? Ну? Привет, красавец. Привет. Чудо.
Хорошо, слизистая ротовой полости в норме, нет никаких связанных поражений, конъюнктива розовенькая, ушки чистенькие, здоровые, нет наличия ушного клеща, как правило, он встречается. Так, давайте посмотрим. Тонус хороший, сердечко здоровое, легкие чистенькие, животик мягкий, мочевой пузырь в норме. Так, хорошо. Температурку. Ест, пьет все как обычно. 38,2, нормальная температура тела. Здоровенький котенок, все хорошо. Я ему сейчас дам сиропчик от глистов. Вот Через он. 10 дней еще раз, да, вот Это если у него они есть. Если нет Не глистов, обязательно второй раз? второй раз повторяют при наличии гельминтов. Не, В ну, качестве не- профилактики дают один раз, достаточно. Ну, значит, не надо. Да. Все равно. Точек. Да, все, можно. Мы нашли теплый дом для малыша, очень хорошие ребята. Мы договорились с ними, что привезем его в выходные. В выходные мы отвезли котенка Рокки в новый дом, в очень хорошую семью. Котенок Рокки сразу полюбил их папу, главу семейства. Сразу залез на него, сидел такой очень деловой. Ребята очень хорошие, поэтому теперь за малыша Рокки можно не переживать. Теперь все с ним будет хорошо. Сегодня мы везем Рокки в новый дом. И, как обычно, по традиции, напутствие. Вот он. Вот он, Рокки. Вот он, малыш. Урчит. Значит так, слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Понял? Но он будет слушаться, он послушный. Он очень хороший кот. Вот так вот. Да? Это Рокки. Все. Едем в новый дом. Какой любопытный. Так, все, отдыхай. Давай, сиди. Всё. Ну. Все, поехали. Прежде чем я закончу эту счастливую историю, я хотел бы вернуться в тот самый первый день. В тот день, когда я первый раз узнал о котенке. Я просто не могу не поговорить с вами об этом. Как вы помните, все началось с видео, которое опубликовали в интернете. Люди, которые опубликовали это видео, сделали это не для того, чтобы помочь котенку. У них была совсем другая цель. Цель была показать, какой молодец тот человек, который вытащил котенка из грузовика и отнес его на обочину. Это видео попало в интернет только на следующий день после событий. И на это есть тоже свои причины. Могу предположить, что это из-за того, что видео прошло небольшую обработку. На видео были поставлены разные стрелки, указатели. Вот человек, вот котенок, вот он идет, вот он его берет, вот какой он молодец. И в конце видео было большими буквами написано: котенок в порядке, он положил его на тротуар, и котенок побежал в поля. Но дальше еще интересней. Большинство комментариев под этой публикацией было о том, какой человек молодец, и что он спас котенка и не прошел мимо, и что все должны брать с него пример. И вот я думаю, что происходит с людьми. Человек, который вытащил котенка из-под колеса и отнес его на обочину, обрек его на голодную смерть. Не может маленький котенок в таких местах найти себе ни еду, ни воду. Неужели люди разучились думать хотя бы на 2 шага вперед? Один оставляет малыша на обочине, другие едут домой монтировать видео быстрее о человеке-герое, и все чувствуют, что сделали доброе дело. А что с котенком? Что с ним? Про него все просто забыли. Большое счастье, что неравнодушная девушка Аня увидела эту публикацию и стала искать возможность, как помочь. История котенка Рокки закончилась хорошо. Мне очень повезло, что он не выбежал на дорогу и смог продержаться на жаре еще 1 день без еды и воды. Очень хочется, чтобы у всех бездомышей была такая история. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.